снова здравствуйте, с вами Лита, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о прокачке аккаунта. Разумеется, на примере своего аккаунта. Я много раз начинал играть в эту игру с нуля, но это мой последний и теперь уже единственный аккаунт в МФФ. Этому аккаунту у меня чуть больше года. Не хочу соврать, но играть я на нем начал где-то с появления новогоднего костюма на Пулы. Соответственно, это где-то с декабря месяца прошлого года. Донатил я на аккаунте немного. Вообще, донат – это важная составляющая любой фри-то-плей игры. И МФФ не стало, конечно же, исключением. Поэтому то, сколько вы донатите, и донатите ли вы вообще, и как вы применяете этот донат, это тоже очень важная графа по раскачке аккаунта. Раскачку аккаунта я бы хотел поделить на категории. Сегодня я разберу с вами первую категорию – это карта. Карты – это важнейший аспект МФФ. В зависимости от вашего билда строится вся остальная прокачка ваших персонажей. Карты имеют 6 рангов, плюс 1 дополнительный, и 7 уровней. Ранги бывают следующие: обычные, необычные, редкие, героические, легендарные и мифические. Одним дополнительным я считаю премиальную карту. Это такая же мифическая карта, только она имеет 3 фиксированных параметра и 3 дополнительных. Но об этом чуть позже. Если вы в игре около месяца, а то и меньше, то я советую сразу делать мифические карты. Сейчас в целом карты много где можно доставать, и пока вы проходите туториалы и изучаете прочие аспекты игры, вы без проблем сможете собрать пару мифических коллекций. Не говоря уже о 5 миф-картах. Говорю это на своем личном опыте. Основным источником получения карт, я считаю, является магазин пространственных миссий. Жетонов в день там получается немало, а карт можно купить много. Также стоит отметить уже обновленный магазин БД. Там стали падать карты лучшего качества, что тоже немаловажно. Есть еще этажи, но новичок не сможет осилить много комнат, поэтому останавливаемся на пространственных миссиях. Для начала советую новичку ставить те карты, у которых в параметрах игнорирования защиты и время перезарядки. Эти параметры на начале очень сильно вам помогут во многих режимах игры. Я посоветую поставить вам карту Грута, Локи, Звездный Лорд, Тайные войны, вариант Лима, и 5-й картой можно поставить Отряд X, Невероятные люди X, Каратель 60, Каратель 19. Вообще, 5-й картой нужно смотреть по атаке и ХП. Если остальные 4 вы собрали и правильно заролили, то там уже не сильно нужны игнор и перезарядка. Сейчас я вам покажу статы, к которым нужно более-менее стремиться. Для PvE режимов это скорость атаки 15-22%, любая атака 30-35%, физическая атака больше 10%, чем больше, тем лучше, энергоатака 15%, пробив 30%, перезарядка 22-24%, здоровье 30%. Для PvP режимов скорость атаки 25%, любая атака 30-35%, физатака больше 15%, энергоатака больше 20%, пробив больше 35%, перезарядка 24%, здоровье 45%. Вот к таким параметрам стремились все игроки до недавнего патча. После обновления по симбиотам все немного поменялось. Появилась закраска карт. По сути, я могу сказать так: для PvE режимов вам нужна атака, и чем больше атаки, тем лучше. А для PvP режимов вам нужно ХП и восстановление. Но это я тоже немного забегаю вперед. Вот вы собрали билд из 5 миф-карт. Дальше в игру вступает уровень карты. Как я и говорил ранее, уровней у нас 7. В игре есть такое понятие, как реролл карт. То есть мы синтезируем имеющуюся миф-карту с другой любой миф-карты. Уровни в данном случае у нас также будут меняться в зависимости от реролла. Вообще уровень по сути дает вам одну вещь. Чем больше уровень, тем больше у вас стат имеет. То есть, например, на одном уровне у вас 1% атаки, на более высоком уровне у вас, естественно, этот процент выше. Для чего же нам все это нужно? В ваших картах есть 2 фиксированных параметра и 4 рандомных. Фиксированные можно только повышать за счет уровня карты. Менять их нельзя. А вот рандомные параметры и меняются с рероллом, и также повышаются за счет уровня карт. Разберем доп. Параметры на примере карты Локи. Мы можем видеть, что она синтезирована для мифа. Уточню, что можно взять однозвездочную карту Локи и насинтезить ее до мифа. Синтезим Локи плюс 5 обычных получаем необычную карту Локи и так далее. Также она имеет у нас 4 уровень, и параметры у нее следующие: любая атака и время перезарядки 9%. Это фиксированный параметр. И 4 рандомных. Это уклонение, любая защита, шанс крита
и вероятность активации повышения физы на 20%. На этой карте мы можем посмотреть, какие доп-параметры можно выбить у этой карты. Идеальный реролл этой карты будет следующий. 4-5 уровень приблизительно. Параметры игнор восстановления, физа и скорость атаки. Но понятно, что это полный рандом. И такую комбинацию статов вы можете никогда не получить. А при условии того, что эту карту все равно будете менять, то постарайтесь просто наролить там игнор и физу. Это будет уже успех. А если у вас там еще будет уровень 7, вообще можете не переживать. Аналогично и с другими картами. Вы также можете посмотреть эффект карт, там показываются ваши статы от карт. Вы можете сравнить их с теми, что я привел ранее, и уже выбивать ролл, основываясь на том, чего вам не хватает. Дальше вам нужны премиальные карты. Также после обновления по симбиотам тут стало немного проще. Ну, по крайней мере, так считаю я, но у игроков очень разные мнения. Ибо раньше премки только покупались либо в сундуке карт, либо некоторые карты доставались в легендарных битвах. Также можно было выбить премки с боссов, но шанс там достаточно маленький. Сейчас у нас есть сундук премиум карт, который стоит 600 жетонов. Эти жетоны вы добываете в рейде на огромного босса, каждый день по 10 штук, в сезонном пропуске, который запускают раз в месяц. И там вы получаете по 300 жетонов за один пропуск. Итого, при каждодневном ходе в рейд и заполнении пасса до 50 уровня вы гарантированно в месяц получаете одну прем-карту. Причем, прошу заметить, покупать именно пропуск не нужно. Это все делается на бесплатном пропуске, что уже вполне неплохо. Причем, если падает дубль, то расстраиваться тоже не стоит. Эти дубли вам будут нужны тогда, когда будете делать реролл закраски. С премками в целом немного проще, потому что их не так много. Поэтому я порекомендую следующие карты. Самая важная карта — это Стражи Галактики, Черная Вдова, Ртуть и Алая Ведьма. Эти три карты вам обязательно нужно иметь в своем билде. В 4-й слот можно поставить Новые Мстители, Несравненная Гвенпул и Крисцент. В 5-й слот можно поставить Паука, Поразительных Мстителей и Черную Пантеру. Тут уже как вам повезет. Ролл параметров ничем не отличается от обычных миф-карт. Единственное, что у вас один рандомный параметр становится фиксированным. Самое интересное на сегодняшний день — это закраска. Это новый контент, который требует много ресурсов, но при этом дает достаточно приличные параметры, которые в целом могут изменить ход любого сражения. Как вы можете увидеть, премка имеет 6 звезд. Эти звезды мы можем закрашивать. За каждую закрашенную звезду мы получаем один дополнительный параметр. У каждой звезды свой список параметров. Первая звезда — это уклонение, восстановление, время контроля толпы, сопротивление яду, сопротивление холоду. Вторая звезда — здоровье, энергозащита, скорость движения, сопротивление молнии, ментальное сопротивление. Третья звезда — игнор, физзащита, время контроля толпы, сопротивление молнии, сопротивление огню. Четвертая звезда — крит, любая защита, скорость движения, сопротивление огню, ментальное сопротивление. Пятая звезда — скорость атаки, время перезарядки, шанс крита, сопротивление холоду и яду. 6 звезд. Любая атака, физ-атака, энергоатака, ментальное сопротивление и холоду. Закраска происходит по одной звезде. Чтобы закрасить одну звезду, вам нужно сделать доработку и слить в нее 5 мифических карт. Рандомным образом вы получаете рандомный параметр, а также рандомный цвет. Цветов всего 3. Синий, красный и зеленый. Собрав группу, вы получаете доп-параметр. Групп 2. 3 звезды одного цвета и 6 звезд того же цвета. Синий цвет дает повышение доп. Урона от пробивания. Красный дает повышение от концентрации. Зеленый дает любое сопротивление. Про сами параметры я расскажу отдельным роликом. Ставь лайк, если хочешь узнать о них поподробнее. Я же расскажу, как я вижу картину, что нужно выбивать. Основными звездами в картами являются 2 и 6 для ПВП. Для ПВЕ, получается, нужны все, так как в ПВЕ нужно много атаки, а атака у нас только на 6 звезде. Нам нужно понять, когда нужно ролить. Да, полученные закраски тоже можно ролить, и система тут работает несколько иначе. Для ролл закраски нам нужны материалы для доработки. Они достаются в рейде. И одна прем-карта. Я же говорил, что она нам пригодится. Теперь важное. Во-первых, не рольте закраску, если вы полностью не закрасили все звезды на одной карте. В целом, это бесполезная трата ресурсов и премок. Опробовано. Во-вторых, в 6 звезде вам однозначно нужна атака. Конечно, будет лучше, если выпадет любая атака. Но если выпадет физа или энерго, то это тоже хорошо. В противном случае вам однозначно нужно ролить такие параметры. В-третьих, если у вас уровень удачи минус 100 и в закраске у вас выпали все цвета зеленые, или же в разнобой 2 зеленых, 2 синих и 2 красных, то такую карту лучше тоже заролить, даже если там хорошие параметры. В целом это можно делать не сразу, а когда вы закрасите все свои карты. Тогда вам от карт в целом
кристаллам толка уже не будет, и сможете копить их на реролл. Последнее. Стоит добиваться получения синего цвета в закраске. Это очень хорошая прибавка к урону, и боссов тогда можно будет просто щелкать. Что отчасти удобно в этой закраске. Можно менять только один параметр, остальные можно закрыть. Но, конечно же, каждое закрытие стоит кристалла. В каком случае этим стоит воспользоваться? Когда вы заролили все параметры, и, скажем, 4 звезды у вас с хорошими параметрами, уклон, здоровье, шанс крита и крит, а 2 других не очень. Можно закрыть эти 4 параметра и сролить оставшиеся 2, чтобы выбить атаку. Причем, я думаю, вам тут больше всего повезет, и так как в последнем параметре 3 параметра атаки, вам по-любому выбьет какая-то из атак. Вы скажете, это трата кристаллов, донат и прочее. Кристаллы в игре в целом добываются. Накопить кристаллов, скажем, на один костюм к обновлению это вполне реально, без единого доната. А это, между прочим, 1К. Запомните, билд-карт – это самый основной билд вашего аккаунта. Вся прокачка завязана на ваших картах, поэтому может пропустить какой-нибудь костюм и купить его, например, попозже, и потратиться на составление своего билда. Поверьте, это будет залогом вашего успеха в игре. А я, в свою очередь, постараюсь вам с этим помочь. Но об этом в конце ролика. Сейчас вы можете наблюдать мой билд-карт. Как вы можете видеть, у меня не все закрашено. Также у меня стоят не самые идеальные карты, чем богаты, собственно. Однако на сегодняшний день меня устраивает, как они заролены. На своем примере я попытаюсь объяснить, что мне стоило бы подправить и как этого добиться. Во-первых, самое критичное в моем билде – это время перезарядки. Ее слишком много. Если мы посмотрим сейчас на Кнала, который у меня до конца не докачан, мы можем увидеть. У него кап перезарядки. Однако у меня есть лишние 8%, которые я никак не могу убрать, потому что их я получил не через уру, не через снаряжение и не через ISO-комплект. Это именно от карт. Можем посмотреть во вкладке «Карта Агент» и увидеть эти 44%. По остальным вкладкам мы видим, что все по нулям. То есть остальные 14% это собственный процент самого нала. Вообще, есть ситуации, в основном в PvE режимах, где нежелательно иметь вообще кап по перезарядке. Например, на Алой Ведьме. Имея на ней кап на автоатаке, она просто не использует те скиллы, которые мне нужны. Она использует первые скиллы, которые в PvE бесполезны, а последние, 5 и 4, например, она может вообще не использовать забой. Это плохо, поэтому и рекомендовано иметь в картах около 24%, потому что дальше можно индивидуально каждому персонажу подогнать этот параметр. Как же это исправить при моем билде? Нужно переролить, либо вовсе избавиться от карты, которая дает скорость перезарядки. Например, в Стражах у меня вообще нет этого параметра, за исключением закраски. Но это можно перекрасить на шанс крита, значит ее оставляем. А вот уже во всех остальных картах у меня есть перезарядка, причем фиксированных параметров, значит заролить у нас уже не выйдет. В нашем случае будет проще перекрасить один параметр на Стражах, и это уже минус 11%, значит у нас остается 33%. А это уже означает, что убрать нам осталось 9%. Карта Тора не подходит, у нее всего 5,1%. Плюс над ней еще можно чуть-чуть поработать, и она будет еще лучше. Оставляем. Карта Пантеры неплохой кандидат. Эту карту не очень долюбливают только из-за того, что в целом есть альтернативы, которые можно поставить вместо нее. Мне ее менять не на что, да и процент перезарядки у нее тоже всего 5,1. Есть карта Локи, которая имеет как раз 9%. Если ее убрать, то мы как раз придем к идеальному значению. Еще есть карта с Гвенпул, тоже хороший кандидат на смену, но эта карта у меня хорошо заролена. Она имеет любую атаку и 7 уровень. Поэтому я бы поменял карту Локи. Да, она тоже неплохо заролена, имеет здоровье, атаку и скорость атаки, однако она всего 4 уровня, и процент перезарядки нам больше подходит. Какую же карту выбрать? Из предложенного мною списка идеально подойдет Ртуть и Алая Ведьма. Я смогу компенсировать себе потерю игнора, я его даже подниму, также подниму здоровье, верну немного атаку, а если заролю нормально, то получу еще и энергоатаку, и скорость атаки. Осталось только выбить себе эту карту, и как следует себе ее заролить. Самое обидное, что я получал уже себе эту карту, но случайно заролил ее закраской вместо еще одного Тора. То есть я поставил вместо Тора карту с ртутью и, по сути, пролюбил ее. Мисклик мотива. И вот вам лайфхак. Если вы получили карту, которая вам нужна, но вам еще нужно с ней поработать, то вы можете заблокировать карту, чтобы также случайно ее не профукать. Очень советую вам это сделать. Вот простейший пример того, как одна карта может кардинально улучшить мою игру во многих режимах игры.
На этом я закончу первую категорию по прокачке аккаунта. Ролик и так получился достаточно большим. Я надеюсь, что смог максимально просто рассказать, как работают карты в игре и как их нужно подбирать. Но если у вас возникнут вопросы, то пишите их, конечно же, в комментариях. Вопросы по картам. Или же скидывайте свои ники также в комментариях, чтобы я посмотрел ваш аккаунт и посоветовал вам, как можно подправить карты. Теперь расскажу о не менее приятной части этого ролика. Я говорил о помощи, и вот что я имел в виду. На днях я стал стар-агентом или же стар-креатором. Это не значит, что я работаю с разработчиками или они мне платят. Ни в коем случае. Это скорее поддержка меня, как контент-мейкера, так и вас, моих подписчиков. Разработчики предоставили мне купоны. Каждый купон содержит 300 кристаллов. И, разумеется, я решил их разыграть. Давайте попробуем провести с вами небольшой розыгрыш. Тем более у меня небольшой канал и шансов победить у вас намного больше. Вам нужно будет сделать всего лишь 2 действия. Подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и оставить один комментарий под этим роликом. Это обязательное условие для участия в розыгрыше. Я случайным образом выберу 3 победителей. Я проведу стрим, и вы сможете в прямом эфире увидеть результаты розыгрыша, чтобы было все прозрачно. Поэтому, как вы можете понять, у нас будет 3 разыгранных купона. 3 по 300. Так что обязательно участвуйте, потому что 300 купонов лишними не будут. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч! Хотел бы внести исправление по поводу параметров рекомендованных, которые я указывал. Действительно, я сделал ошибку, указал получилось так, что PvE параметры у меня вышли ниже, чем PvP параметры в плане атаки, скорости атаки. Хотя, казалось бы, сам же в ролике сказал, что ХП в основном должно быть больше, потому что в PvP режиме важно именно живучесть. Конечно же, атака тоже, но понятное дело, что да, для любого PvE контента, такие как БС и битвы с боссами, конечно, чем больше у вас атаки, тем лучше будет ваш результат. Поэтому, конечно же, атака должна быть, конечно, в принципе, наверное, больше в сторону PvE, нежели в сторону PvP. Как и скорость атаки, потому что это также зависит от того, как будут работать ваши скиллы. Поэтому, да, хотел вот эту ошибку исправить. Не хочу сейчас перемонтировать с точки зрения исправления титра, потому что тогда я уже просто субтитр сделал, и, в принципе, весь монтаж придется много переделывать, поэтому в конце просто ролика добавлю вот это исправление. Да, учтите этот момент.